Так, отдельно повторяю для Ютуба. На стриме было написано, что оружие не боевое. Видно, да? Стреляет шариками. Воздушное. Вот, собственно. Так. Произведу. Сколько? 17 выстрелов по той мишени. Вот такими объединенными боеприпасами. Все, конечно, должно было совсем не так быть. К сожалению. Сделаем тогда это в офлайн режиме. Так, снимаю на телефон. В прошлый раз стримили в прошлом году где-то, и никаких проблем не было. Не боевое оружие. Опять-таки. Пневматическое. Ну вот, не разбираются, что такое боевое, что не боевое. Банят налево-направо. Осуждаю. Так. Так, по-моему, все. Подойдем, посмотрим. Пробитие. Так, вот сейчас пометим. Вот у нас вот такая вот кучность. Так. Ну, 17 пулек. Вот у нас в основном больше половины в молоко. Так, есть шестерка, семерка. Тут тоже у нас семерка. Семерка, ну да, вот. Вот это мы сейчас обведем. Вот так вот немного. Так, что сейчас делаем? Сейчас зарядим другой тип боеприпасов. Все у нас по-взрослому. Разные боеприпасы. Вот такие у нас оцинкованные. Сейчас их и зарядим. Может быть, они
точнее летят, сами наводятся. Так, 17 патронов. Вот сколько в настоящем пистолете Макарова? Там, наверное, патронов 10 всего. Ну, не 17 точно. Кто там в техподдержке Ютуба? Оружие не боевое. Вот, сейчас солнце стало под нужным углом светить. Давайте попробуем. Я целюсь левым глазом. Так вот, с рождения. Ну, имеется, конечно, небольшая отдача. Как быстро отстрелялись. Пойдемте посмотрим. Ну что ж, вот это нижнее поле уже было, да? Все помечено. Вот одна тут по доске скакнула у нас, получается, вот это. Вот так вот, да, видно. Ну вот у нас пятерочка, вот тут у нас. И однерка. В основном тут у нас были вот семерки крайние. А давайте, наверное, мы сейчас снимем эту мишень. Потому что у нас сейчас... Я поближе все расскажу, точно. Эта мишень уже свое изжила. Вот, что мы у нас имеем. Нижние вот эти вот все промахи, это у нас, собственно, я стрелял омедненными. Вот эти вот, видите, тоже обведенные, которые тоже объединенные. Часть ушло мимо, и вот то, что поверху, вот видите, вот оцинкованными уже я по верху пошел вот здесь. Часть сюда. То есть все-таки обработка боеприпаса влияет, я думаю, все-таки на попадание. Такое вот мое неэкспертное мнение. Сейчас мы попробуем произвести стрельбу. Ну, вот этими же, их побольше просто. Так, газ еще, по-моему, остался. Да. Будем стрелять вот по таким 3 банкам. Вы вообще будете в эпицентре. Потому что я их вот тут поставлю. Так, сейчас вот мы перезарядимся. Одного баллона хватает на 4 магазина. То есть мы сейчас еще... Чтобы банки не сдували, с ветром мы в них воды нальем. Пистолету я, наверное, сколько? Уже года 4, наверное. Так бывает. Особенно где-нибудь на природе пострелять.
Так, вот сейчас вот в них наберем воды. Так. Так, вот чуть-чуть под крышу мы это дело поставим. Чтобы вас не отскочило. Ну а звуки выстрелов, я думаю, вы будете слышать. Вот тут предохранители есть, несмотря на то, что это не боевое оружие. Воздушное, стреляет шариками. Но тут есть все равно предохранитель. Вот у вас 3 банки с водой. А теперь я вам предлагаю поставить на паузу видео и попробовать угадать, какая из этих 3 банок будет поражена мной первой. И какая из них получит больше всего урона. Проявите свою интуицию. Стрелять я буду вот отсюда. В принципе, да. Вот отсюда буду стрелять. Тут у меня небольшое препятствие в виде тазика, но я думаю, его я чуть-чуть отодвину. А то от него может отрикошетить еще. Так, вот. Давайте попробуем. Как говорят танкисты, Есть пробитие. Пепси у нас получила сквозное снизу. Кока-кола тоже получила пробитие. Так, ну и фанта тоже у нас. Тут даже вот так. Фанта у нас прямо с самого дна получила пробитие. Можем попробовать. Получится или нет, конечно. Наверное, не очень получится. Если мы вот... Стоять, наверное, не будет. Попробую такую башенку сделать. О, не-не-не. Это... Увы, уже. Но не, попробуй, конечно, вот так поставить. Это, скорее всего... Боеприпасы-то еще остались. Позбивать вот так. Вот чуть выше. Поставить. Уж баллону не пропадать. Я, конечно, когда хотел провести это все на стриме, я планировал на 2 часа мероприятие, но YouTube препятствует созданию контента для развивающихся YouTube каналов. Осуждаю. Не пробил. Не пробил.
Есть пробитие. Вы смотрите, какая интересная история. Казалось бы, башня здоровая, и она должна быть неустойчива. Но в стоке эта вся конструкция оказалась очень устойчива. И на этой банке появилось новые пробития. Тут вообще дыры. Вот видите, тут такие здоровенные дыры. И конструкция устояла. Что я предлагаю? Раз уж это все дело рассчитано на 4 магазина, давайте вот этих зарядим. Возможно, у них убойность круче. Я видел, как банки, пульки пролетали через банку и куда-то вон туда в сторону картошки улетали. Если бы я, конечно, стрелял из воздушки, из винтовки, я думаю, тут бы все-таки банка слетела бы. Я категорически не понимаю, когда некоторые каналы из боевого оружия стреляют, называясь типа профессионалы и прочее, прочее. Из боевого оружия стреляют, да, и вот это как бы, и это есть на ютубе. А я из пневматического стрелял. Ну это бред, это бред. Одних банят ни за что, а других за то же самое еще и продвигают. Вот она, вся лицемерие ютуба. Если правила работают, они должны работать относительно всех одинаково. Хоть кто ты будь, хоть сколько тебя под землей, хоть сколько у тебя член, хоть какого ты пола. Но почему-то YouTube у тебя не так. Почему? Потому что бабки все решают, да? Так. Ой, вам вообще классно будет. Если пробитие будет, но звуки вы будете слышать, так как вот тут все. Я постараюсь не промахнуться. Противник уничтожен. Есть пробитие. Противник уничтожен. Но все-таки оцинкованные пули дали о себе знать. Я, наверное, оставшиеся патроны достреляю куда-нибудь. Чтобы баллон надо оставлять пустой. Все, и уже почти ничего не осталось. Очень жаль, что такое YouTube препятствует. Ну, значит, если препятствует, будем. А из рогатки я буду, если стрелять, это тоже опасное оружие. Ну ладно. Давайте
проведем разбор. Вот у нас банка. Видны, да, повреждения? Так, вот, внизу, в основном внизу у нас есть тут пробитие. Судя по вот этому попаданию, видно, что сюда несколько раз попадало. То есть местами разрывало ее уже. И объединенные патроны попадали в конструкцию из банок, и они стояли. Все-таки убойность, видать, может, пульки чуть легче. Тут тоже вот у нас вот здесь вот пробитие такое большое. Смотрите, выходное какое здоровое. Такое крупное. Даже вот тут вот рикошеты были. Вот тут был рикошет. Конструкция, видать, стояла из нескольких вот банок, когда они вот так вот втыкались. И там очень плотно было, и поэтому пробития вот тут не произошло. Банка из-под фанты самая многострадальная, потому что, смотрите, возможно, тут то, из чего она производилась, чуть тоньше. Но вот тут, видите, разрывы сильные прямо. Вообще аж вот это промяло. Вот видите, с такой силой это дело было. Даже там что-то осталось. Вот такие у нас стрельбы получились. Я хотел, конечно, провести стрим, но вот так, к сожалению. И самое, знаете, что обидное? Хер с ним, с этим страйком, пройдет месяц, и, ну, да и как бы, и скорее всего я даже его обжалую, потому что оружие пневматическое, не боевое, оно ни разу не боевое. Все, есть документы, все доказательства. Обидно то, что я 120 минут безлимитного ютуба взял, и они просто ушли в трубу. Вот что обидно. Вот это самое обидное. Просто взял и выкинул 120 минут. Хер с ним, я бы на эти 120 минут фильм какой-нибудь тупой мог посмотреть. Обидно. Вот так создаешь контент, снимаешь 4000, сколько уже, 4100 роликов, и тебе прям не читая заглавие стрима, нахер, сука, бан нахер. Пошел отсюда с ютуба.